Привет, друзья! Анджела Мао родилась в семье локального известного актера Пекинской оперы 20 сентября 1950 года на Тайване. С молодых ногтей она изучала оперу и балет, а в возрасте 8 лет ее отдали в местную школу Пекинской оперы, после чего на 10 долгих лет ее жизнь превратилась в череду сложных и изнурительных тренировок. Во время обучения осваивала тэквондо и хапкидо, а также кунг-фу и некоторые другие виды боевых искусств, так что школу она закончила подготовленной по всем параметрам. Вместе с ней боевые искусства изучали будущие звезды гонконгского кино, такие как Джеймс Тен и Чарли Чин. Девушка пришла в кино позже всех и осталась в нем не так уж надолго, но поклонников у нее достаточно даже сейчас. В 1968 она снялась в тайваньской картине «8 грабителей», где главную роль исполнил Пол Чан. В 1969 приезжает в Гонконг, где ее тут же замечает режиссер Вонг Фун, убедивший девушку подписать контракт с тогда еще только зарождавшейся студией Golden Harvest. Управляющий Golden Harvest Реймонд Чоу сразу понял, что из Анджелы выйдет толк, и подписал ее сразу на несколько картин. Это фильмы «Бурная река», для которой Вонг искал актрису, и «Непобедимая восьмерка», в которой Анджела сыграла вместе со своим давним другом Джеймсом Тьенном. Девушка была настоящей находкой для экшн-режиссеров. У нее была отличная боевая подготовка, она была обаятельна и быстро осваивала азы актерской игры, и уже в следующем году появился фильм «Хапкидо», сделавший ее более популярной. В том же 1972 году вышел кунг-фу боевик «Леди Вихрь», который еще больше упрочил ее статус, и в 1973 году она стала полноценной звездой боевого кинематографа. Роли посыпались на нее как из рога изобилия, но не все они были главными. Но даже небольшие свои появления девушке удавалось сделать яркими и запоминающимися. Речь тут идет в первую очередь о культовом фильме «Выход дракона», в котором она сыграла сестру главного героя в исполнении главной звезды боевого кино Брюса Ли. Хотя ее героиня проводила на экране очень мало времени, и за эту роль она получила всего $100, фильм стал огромным хитом на Западе. Анджелу заметили, что подтолкнула Golden Harvest вложиться в выпуск на Западе некоторых других ее фильмов. Одновременно с карьерой девушка устроила и личную жизнь. В 1974 она познакомилась с молодым человеком по имени Келли Лау, а в 1976 родила ему дочь. Примерно в это время закончился и контракт с Golden Harvest, по истечению которого Анджела с семьей вернулись на Тайвань, где она продолжила сниматься с удвоенной энергией. И ее фильмы, начиная с 1977 года, хоть и не так известны, как хиты Golden Harvest, но среди них есть неплохие картины, которые нашли своего зрителя. Тем не менее, в 1982 актриса принимает решение уйти из кино, так как традиционный кунг-фу кинематограф медленно, но верно вымирал, и на смену ему приходили трюковые и акробатические фильмы. На данный момент девушка живет в Нью-Йорке и управляет небольшим рестораном. Кстати, за пропаганду хапкидо своим одноименным фильмом Мао была удостоена почетного второго дана. В настоящее время ей уже перевалило за 70, но она все так же держит себя в хорошей форме и отлично выглядит. Желаем ей здоровья и долголетия. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.